Всем привет! В эфире Даша, и сегодня я вам покажу, как я сделала модель горячей новинки от АВД. Это тягач Урал. Сборка была очень легкой и приятной, и результатом я довольна. Так что пошли смотреть, как у меня получилась вот такая модель. И все новинки от фирмы АВД вы сможете найти в интернет-магазине «Модельная лавка». Ссылочка и промокоды на скидки будут в описании. Начала я со сборки шасси. Ходовая часть тут типичная для советского полноприводного грузовичка. Колесная формула 6х6 и односкатные колеса. То есть задние колеса не сдвоены, как у шоссейных грузовиков. Это ограничивает грузоподъемность, но зато повышает проходимость. Эту модель можно советовать новичку. Сборка легкая, простая и логичная. Тут нет заумного соединения деталей. Пластиковые детали к железным я приклеиваю при помощи суперклея. Например, можно взять клей «Момент гель». Вот я и собрала свой Урал. Кабина пока не приклеена, я чуть позже забегу вперед и скажу, что после окраски я ее тоже не клеила, а прикрутила винтом. Благо в моделях у АВД эта возможность есть, хотя это не лучшим образом сказывается на копийности самой модели. После обезжиривания я начала грунтовать модель. Использую тут грунт из баллончика от фирмы АМО черного цвета. Черный цвет – это отличная база для высветления модели. Также я грунтую раму и кабину. А если вы захотите прикупить себе настоящий сидельный полноприводный тягач Урал, то предложений совсем немного. Всего 5-6 объявлений на продажу бывших в употреблении грузовичков, и почти все они находятся в наших нефтеносных регионах. А цена скачет от $500 000 до миллиона. И их так мало, так как полноприводный сидельный тягач – это очень специфичная машина, и рядовому грузоперевозчику она вряд ли пригодится. Это, скорее всего, автомобиль только для крайнего севера, армии, нефтяников и газовиков. После того, как грунт высох, а просохнуть я даю ему от 2 до 4 часов, а лучше вообще оставить грунт сохнуть на ночь, я начинаю окрашивать кабину в базовый цвет. Я посмотрела, какого цвета бывают такие Уралы. Они бывают зелеными, и мне это показалось немножко скучным, тем более, что у меня в запасах есть несколько другой Урал, чисто армейский, и вот его я точно буду делать зеленым. Также Уралы бывают сине-голубыми, но у меня в работе сейчас находится другая модель, которую я окрашиваю в этот цвет. А вот бежевых грузовичков я еще не делала. Тут я использую акрил от фирмы ZIP, цвет охра и белый. Я на глаз замешиваю бежевый цвет прямо в аэрографе, и вроде с цветом я не наврала, и мне осталось только задуть кабину. Тени я регулирую по традиции слоем базовой краски. Где надо сделать поярче, там я дольше задерживаю аэрограф. Урал сидельный тягач – это редкий гость и на рабочих столах моделистов. Кроме этой модели от АВД других миниатюрных Уралов вы не найдете. Есть только конверсионные наборы для переделки бортового Урала от Трумпетера в 35 масштабе. Так что тут АВД первые, но в 43 масштабе. А еще чуть более светлым оттенком я делаю акценты на разных выдающихся частях кабины. Урал 44-202 – это семейство сидельных тягачей повышенной проходимости, колесной формулой 6х6. Это грузовики, которые прошли Сибирь, Крайний Север, Дальний Восток вместе с нашими нефтяниками, газовиками, военными. Они получили в начале 2010-х годов серьезную модернизацию. Эти машины предназначены для транспортировки грузов по дорогам и бездорожью в составе автопоезда с полуприцепом. Они хорошо приспособлены для эксплуатации в суровых природно-климатических условиях, а также имеют высокую грузоподъемность. Они очень неприхотливы в эксплуатации и в обслуживании. После нанесения глянцевого лака от фирмы ZIP я делаю смывку. Под такой цвет отлично подойдет коричневая смывка. Ей я и буду делать акценты на рельефе. Главное это делать не слишком агрессивно. То есть не переборщить.
Поскольку тут рама черная, да еще составляет приличную часть модели, то ее тоже надо будет сделать как-то поинтересней. А сделать раму выразительней можно при помощи только белой сухой кисти. Она отлично выделяет рельеф и делает акценты на болтиках и винтиках. А после того, как смывка немного подсохла, я вытираю ее излишки White Spirit. Кстати, White Spirit можно стереть и излишки белой кисти. Вот тут я перевожу декаль государственного регистрационного номера на грузовик. Урал у меня будет из 48-го региона Российской Федерации. И это Липецкая область. Интересно, смотрит ли меня кто-нибудь оттуда? Напишите в комментариях, если зрители липчане у меня на канале. И видели ли вы на дорогах своего региона такие тягачи? Я вот в Подмосковье, если и вижу Уралы с такой кабиной, так это либо самоходные буровые установки, либо лесовозы, либо же армейские Уралы из Кантемировской дивизии. Потом я задую кабину матовым лаком, чтобы закрепить свои предыдущие труды. А пока лак сохнет, я окрашу в черный цвет оставшуюся мелочевку. Это корпуса фар, кронштейны зеркал заднего вида, запасной диск и характерный для поздних Уралов воздушный фильтр, который впоследствии модернизации разместился на крыле. Пока мелочевка сохнет, я хочу несколько разнообразить цветовую палитру кабины при помощи масляных точек. Прям чуть-чуть, чтобы не было сильного перегиба, ведь эта машина высокая и пачкается она не так сильно, как все остальные. Настало время ручной работы. Я окрашу в черный цвет корпуса огней автопоезда и подножку. Потом обозначу эти огни оранжевым цветом, а также окрашу руль и двигатели, и также выхлопную систему.
Вот тут я работаю над остеклением. Я черным цветом прорисовываю резиновые уплотнители. А вот здесь красками по стеклу я окрашиваю поворотники и задние фонари. Теперь мне надо все эти детали приклеить на свои места. Для приклеивания прозрачных деталей я использую клей для прозрачного пластика, что звучит вполне логично, и он от фирмы Zip. Он очень похож на клей ПВА и не оставляет следов после высыхания, но держит детали намного лучше, чем канцелярский клей ПВА. Так что вот моя находка вам, думаю, пригодится. Добавлю спонжем немножко сколов. Вот тут я и пигментом припылю Урал. Урал ведь машина рабочая, и она не может быть чистой априори. Так что я беру несколько оттенков пыли и припыляю ходовую часть. Но тут надо быть без фанатизма, иначе получится так, что ваш Урал вылез из пустыни, а пустыни в Липецкой области вроде бы нет. И да, я чуть не забыла, у АВД проблемы с лицензией с группы ГАЗ, которой принадлежит Урал, так что шилдик мне придется делать самостоятельно. Мой зритель Эдвин даже сделал мне 3D-модель шилдика, но как назло мой принтер сломался и запчасти из Китая будет ехать ко мне месяц, так что придется использовать фототравление. И вот такой у меня получился результат. Это модель выходного дня. Я собрала ее за 2 дня и покрасила всего за 3. Модель, на которой ты отдыхаешь. Окраской я довольна. Напишите в комментариях, как вам моя модель. И будете ли вы собирать Уралы от АВД. Я очень жду Урал-лесовоз. Так что увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока. И не забывайте подписываться и ставить лайки. А также спасибо вам большое, что смотрите все мои видео до конца.